Вы же с Джоном явно встречались и явно поругались. Расскажи, что произошло? Не лезь в мои дела, смертный! Амулет, созданный из глаза гнола. Увеличивает шансы владельца найти что-то ценное. Вот бы мне еще объясняли, конечно. О! Что? Какого черта? Да, Лолошка, привет. Ну чё, живой? Понятно. В сонном измерении прячешься? Ясно. Ну, слушай, у меня тут дела, потом поболтаем. Пока. Да. Перед вами была краткая зарисовка нашей встречи с GDH, который как будто даже и не думал о том, что мы потеряли друг друга. Как будто я его даже не искал. Чего я еще ожидал от него? Что он мне скажет: ура, слава богу, ты живой? Но если все-таки говорить серьезно, то, что GDH найден, говорит об одной важной детали. Сейчас расскажу поподробнее. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в сердце вселенной. Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в сердце вселенной, сезон, в котором мы наконец-то встретились. Да вот только с кем еще могла произойти встреча уровня «Привет, как дела, пока», если не с GDH? Только он мог даже не заметить, что мы как бы типа потерялись, а я его типа искал. Видимо, он меня даже не терял. Короче, в любом случае, я рад, что встреча произошла, ибо напомню, женский голос из непонятно чего произнес очень важное слово: найдите меня. Не найди. Да, скорее всего, речь здесь обо мне и GDH, вот только кому мы нужны? Что это за женский голос-то? И, наверное, еще важнее, зачем мы двое? Почему не могу прийти, например, только я или только GDH? Обязательно все это узнаем, но перед этим... Эй, Невер, привет! Ой, что это ты делаешь? Что это ты в домике? Поговорить? Сейчас. Вот скажи мне, тебе что, заняться нечем? Опять в мой дом залез? Разве для этого я его строил? Нет. Чего хотел? И тебе привет, Невер. Я просто захотел поговорить. Нет. Что? В смысле нет? Нет. Я не могу это... Я не могу это на полном серьезе озвучивать. О, боже. Эти тарантиновские диалоги. Так, ладно, продолжаем. Мне надо немного отдохнуть. В тишине. Иди. Ну, хорошо, ладно. Отдыхай. Нет, серьезно, меня кидает в неистовое ха-ха, когда он говорит это нет. Так, погоди-ка. Ой, я могу еще поговорить. Нет. Я отдыхаю, Ророшка. Еще что-нибудь? Это мой дом. И сейчас я хочу побыть здесь один. Да. Только давай еще поговорим. Личное пространство. Ты хоть что-нибудь слышал о таком? Конечно. О, все, больше поговорить не могу. Либо я могу ему ответить. Да. Нет, все-таки ничего не говорится. Торговать. И на самом деле я давным-давно хочу купить эксперимент. 500 спарков. Давай. Все, у меня еще 2200. Проверяем. И у нас... Что? Можно было дойти до медного слитка? Обалдеть. Это ж сколько надо было потратить времени и нервов. Что ж, окей, это в какой-то степени в любом случае хорошие новости. Эй, Марк, привет. Поболтаем? Нет, только продать можешь. Я понял, до свидания. Гимлин, а у тебя как дела? Ты где? Надеюсь, ты дома? О, здорово. Да, слушай, Лолошка, я сейчас занят. Давай, может быть, поговорим попозже, а? Окей. Ладно. Может быть, все-таки теперь с Марком могу поговорить? О, да. Чего тебе? Марк, привет. Слушай, мне тут интересно стало. Вы же с Джоном явно встречались и явно поругались. Расскажи, что произошло? Мы не ругались. Ругаются друзья, а мы... Да, я понял, вы не друзья. Ближе к делу. Перебивать некультурно. Не такие уж вы разные. Ну да ладно. Твой дружок не умеет выбирать слова. И одновременно с этим как будто всегда очень точно знает, что нужно сказать. И это все? Что? Что значит все? Ну, я про то, что не хочешь объяснить, что имеешь в виду? Ладно. Я имею в виду, что твой двойник мерзкий, отвратительный и наглый тип, который считает, что он умнее всех и что ему могут любые слова сойти с рук. Знаешь, это, наверное, самая точная характеристика Джона из всех, что я слышал. Так, и что в итоге? Ты продолжишь донимать меня?
Знаете, честно говоря, я думал, что Марк и Джон скорее поладили, потому что я напомню, Марк рассказывал, как он рассказал Джону про мой сон. Вряд ли он бы рассказывал это какому-то, не знаю, врагу. Слушай, я не понимаю, если он тебя так выбесил, то почему ты рассказал ему про меня и мой сон? Вот! То есть, я тоже не понимаю, какого черта? Зачем? Нет, Марк, я не Джон. Донимать тебя не собираюсь. Я вижу, что ты не в духе, поэтому оставлю тебя здесь, чтобы ты мог остыть. Эй, слушай, ты что-то уж больно много позволяешь себе для того, чья жизнь так хорошо устроилась только благодаря мне. Ну, короче, спросим про сон и зачем он это все рассказал. Зачем я Зачем я... А тебе какое дело, а? Еще не хватало, чтобы жалкие людишки указывали мне, кому и что рассказывать. Повторюсь, не лезь в мои дела, смертный. И двойнику своему передай, чтобы он мне больше не мозолил глаза. Отныне его болтовню долго я терпеть не стану. Стоит ему что-то сказать не то, Да, Марк, успокойся, я тебя понял. Я просто спросил, потому что не понимаю, как так вышло. И все. Всего лишь вопрос. Да, просто не хочешь рассказывать? Не надо. Да и чтобы Джон начал мозолить тебе глаза, мне следует для начала найти его. Ну, стоп. То есть он действительно будет жить здесь? Нет, в этом я еще не уверен. Ох, потрясающе. Что, твой сон проходной двор? Тащишь сюда всякий сброд. Так, а ты тоже здесь? Ну да ладно, это мы не упомянем. Ну-ка, что-нибудь новенькое. О, поговорить. Ну иди, ищи его. Он наверняка тебя заждался. Или нет. Но мне все равно. Блин, на самом деле это интересно. Марк по характеру не особо меняется, но при этом он понимает, что ему тупо понравилось быть здесь. Да, он не может признать, что это сонное измерение, оно, скажем так, эксклюзивно для него, потому что он был одним из первых. Во всяком случае, это то, что заметил я. О, еще поговорить. Ну, чего ты ждешь от меня? Я не планировал идти с тобой. А, ну да, я знаю. И да, я не буду здесь ничего сжигать. Не волнуйся. По крайней мере, пока. Еще. Ну, прошу же, оставь меня. Так, все. Больше поболтать не можем. До свидания, Марк. Получается, сейчас мне... Да уж, Джон явно сумел как-то насолить Марку. Причем это что-то личное. Раз Марк так отчаянно скрывает, что между ними произошло. Мне следует поторопиться. Кто знает, кому еще мой двойник успеет насолить. О, во-во-во, это, кстати, очень хорошая мысль. Я как раз думал о том, что мне надо, наверное, как-то найти его. Вот только, опять же, как? Возможно, это город. Типа, мне нужно либо в Эшхолд, либо в Рудники. А еще напомню, что 3 серии подряд мы не видели Альфреда. Что там с его частью этой... Караса или весов? Такс. Альфред. О, Альфред! Да ладно! Привет! Поговорить? О, Лолошка. Ой, знаешь, а мне показалось, что ты как раз вот появился... Но сразу после этого исчез. Да, привет, Альфред, это был не я, а кто-то другой. Угу. Значит, Джон все-таки отправился сюда. И только после этого сразу в другое место. Лолошка. Интересно, Лолошка, он ты это чего специально, застыл? чтобы Альфред заметил? Лолошка! В смысле кто-то другой? О чем ты? А, прости, Альфред. Я об одном раздражающем парне. Ты не заметил, куда он отправился? Нет. Он исчез так же, как вот, знаешь, ты исчезаешь, когда делаешь эту свою междумирскую магию. Я глазом моргнуть не успел. Даже начинаю думать, что мне это просто показалось. Но давай к важному вопросу. Ты же нашел свою часть, а? О, да, кстати. О, супер, потому что это значит, работа выполнена. Пойдем сдадим. Знаешь, Лолошка, мне повезло. Я наткнулся на нескольких гнолов, которые еще не вернулись в убежище. Надо было просто отобрать у них артефакт. Хотя, ладно. Это все было не так легко, как я рассказываю. Понятно, Альфред. Слушай, а давай, может быть, соберем сначала артефакт в единое целое? Кстати, это хорошая мысль. Давай. Так, у меня, если что, золотой карас при себе, золотой фиал при себе. И где мы будем собирать? Здесь? Так, Ой. получается, сначала собираем, потом получаем награду. Правильно? Слушай, так-то это правильная мысль, вот только в предыдущей серии, напомню, меня Инквизиция ловила. Как я в итоге в город-то зайду? Альфред, я думаю, мы можем попросить даже больше, чем обещал епископ. А давай я отдам тебе часть артефакта, и ты сам отнесешь его в город. Без меня. Во, кстати, это подходит. Эй, Альфред, слушай, как думаешь, может нам попробовать продать артефакт гнолам? Может, так мы получим даже больше? Не, мне кажется, Альфред это не тот, кто на подобное согласится. Он типа, он охотник, который четко выполняет заказы.
заказы. Кажется, вот это. Давай я отдам тебе часть артефакта, и ты отнесешь сам, без меня. Эй, чего ты? Давай вместе. Получим награду и сразу поделим пополам. Просто слушай, у меня там случился небольшой конфликт с горожанами, и поэтому... Да, я понял. Можешь дальше не продолжать. Конфликты с городскими — неизбежная часть нашей жизни. Не хочешь туда соваться, и ладно. Я не стану задавать лишние вопросы. Не беспокойся, половину твою я точно отдам. Сейчас. Вот. Давай соберем безделушку. Ага, отдать? Подожди, а что насчет золотого фиала? вот. Зачем эта штука нужна? Знаешь, не особо впечатляет, если честно. Золото какое-то потертое, что ли, не? Ладненько. Обычные весы. О, кстати, сейчас. Вот, возьми, это твое. Чё? Что это? Добыл тебе на память. Как посвящение в охотники. Если не нужен, то выкинь. Я пойду в город, пока кардинал и епископ не разошлись по домам. Давай, бывай, Лулошка. Бывай, Альфред. Что это? Глаз гнола? О, так ты все-таки дрался. Фига ты крутой. Так, а интересно, как он сейчас зайдет? Что он будет делать? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ай, жаль, что Альфред не видел, куда делся Джон. Ну и где мне теперь его искать, а? Наивно было полагать, что после его появления станет проще. Но еще наивнее было думать, что он останется со мной надолго. О, вот оно, злой Лолошка. Блин, на самом деле, правда, типа, вроде нам нужен Джон, но при всем при этом он нужен для чего? Чтобы, наверное, рассказать про голос. Кстати, насчет золотого фиала и глаза гнола. Может быть, мне надо кому-то, держа в руке, показать его? Типа, я не знаю, там, Невору или Гимлину. Переместиться, измерение сновидений, переместиться. Здравствуйте, здравствуйте. Невер, я тебе тут кое-что принес, золотой фиал. О! Гостевой дом Гимлин 5000 спарков? Это еще что за чудо? Опять, кстати, что-то делает, но нет. При этом глаз и золотой фиал показать нельзя. Обалдеть, гостевой дом за 5000. Как же это дорого. То есть сейчас, получается, здесь есть кузница, а Гимлин живет при этом тоже на кузнице, да? Нигде. То есть, получается, у Гимлина сейчас даже дома нет. Ой-ой-ой, надо исправить. Но добывать спарки я буду не в тронном зале, не в саду, а, внимание, на рудниках. Мне сказали, что там тоже есть монстры, и они дают больше спарков. Так что да, телепортируемся. Здравствуйте. И в итоге монстры должны быть где-то подальше от рудника. О! Монстры! Это как... Ящерица... Змея? Боже! Так, тихо, погоди-ка. Сколько у тех... Ема! Сколько у нее жизней! Так, ну ладно, мне, по крайней мере, не соврали, монстры действительно есть. И, наконец-то, я могу убивать кого-то посильнее, чем рыцари. О! Так, сколько? О, подожди, по-моему, дали больше 50, не? А если я сделаю теперь вот так вот, а? Так, тихо. Тихо, аккуратненько. Они вроде бы, кстати, медленно бьют, поэтому я могу легко уворачиваться. Ай! Ой, что это? Обалдеть. Они еще и отравляют. Я хочу это еще раз попробовать. Ну-ка. В итоге как это работает? На меня действует отравление, которое, как я понимаю, постепенно уменьшает мне хп? Или что-то делает другое, типа я не могу быстро прыгать? Или может быть у меня выносливость быстрее тратится? Но, есть другой факт. Они наносят реально много урона, поэтому надо как-то избегать. И вот они, уже изи 3171 спарк. Буквально за 2 стаи. Батюшки, а это кто такие? Вы тоже это видите, да? Привет, ребят. Давайте-ка, наверное, одного кого-нибудь выцеплю. Аккуратненько. Один. Все, один. О, боже! Черт возьми, а почему ты такой быстрый? Тихо! Что? А, типа, если он меня ударит, то он, наверное, очень много сносит. Но при этом у него очень мало хп. Я могу убить его за один удар! Это же самый халявный спарки в мире! У него 10 хп всего лишь. О, привет. Крыски! Ну, с вас падает мало, поэтому даже не знаю, нужны ли вы мне. Обалдеть, какая орава монстров! Здравствуйте! Так, давай-ка, наверное, сначала вот этого сразу выцепим. Бежим! Тихо, молодой! Все, я понял, это самоубийца! Ё-моё! Подожди, а он кого-то ударил, да? По-моему, он кому-то снес урон. В любом случае, проходит немного времени, 6000 спарков добыто, и снова здравствуй, гостевой дом Гимлин. Опять.
Без Сейчас. Без лишних вопросов, я понял. Хорош, хорош. Ну какой красавчик. Знаешь, ты слишком часто меня о чем-то просишь. Прекращай. В смысле, прекращай? Не прекращу. А у кого еще заказывать всякие домики? Где, кстати, что-то появилось? О! Смотри, реально. То есть все-таки это просто улучшение. Я-то думал, что появится новый остров и все такое. А у нас буквально кузница. Окей, погоди, на всякий случай поболтать. Торговать, расширение. Здесь ничего нового, до свидания. Может быть, кстати, Гимлин из вот этих вот фиалов и глаза гнола будет в будущем что-то делать? Как раз, может быть, даже сейчас? Привет. Да, вот ты погляди, вот это я понимаю. Вот это другое дело. Я только вскользь упомянул, а ты взял и подсуетился, гляди-ка. О, хорош парень. Спасибо. Ценю по достоинству, правда. Я могу приступить к изготовлению, так сказать, ювелирной продукции высокого класса. Ты, я вижу, уже умеешь что-то кустарно мастерить из каких-то памятных вещиц, да? Это хорошо, хорошо. Такие вещи, парень, обладают большой силой. Но я бы такое носить не стал. Мне бы стыдно было. Благо у тебя есть я. Один амулет, так и быть, сделаю бесплатно. Так сказать, в счет спасения жизни. Ну а в остальном же для работы мне будут нужны спарки. Заглядывай, как захочешь вытащить меня отсюда или приобрести украшения. Ага, вытащить тебя отсюда. Да, точно. Сразу же, как только сделаешь все амулеты, черт возьми, теперь ты работаешь на меня. Ну, во всяком случае, у меня опять же есть золотой фиал и глаз гнола. Я могу что-то с этим сделать? А, во, да, реально. Показать золотой фиал, показать глаз гнола. Давай фиал. Так, а ну-ка. Оу, интересная бутылочка тебе в руки-то угодила. Сейчас посмотрим. Ну-ка. Что ты умеешь? Покажи! Гимлин из Маврагофа, золотых дел мастер. Да, я думаю, из этого выйдет достаточно мощный амулет. Во, держи. Ух ты. Что это? Взять? Как уже и обещалось, денег не возьму. Но с этого момента работаю только на коммерческой основе. Да уж. Хоть это и сон, цены у меня не заоблачные, ты не переживай. Я у тебя единственный клиент. Блин, на самом деле это так грустно звучит, когда у тебя действительно только один клиент. Что это в итоге? Амулет красного фиала. Амулет в виде золотой медали. На нем изображен фиал жизненной силы. Усиливает эффект от использования фиала жизненной силы. О, то есть я теперь могу восстанавливаться сильнее, да? Но все-таки погоди, у меня еще глаз гнола есть. Вот, держи. Создать амулет. 3000? Ты же сказал, цены не заоблачные, чувак. Это очень заоблачные цены. Не, ну, кстати, как раз, у нас сейчас будет очень много хп благодаря фиалу, и я могу неплохо пофармить. Только фармить, как я понял, лучше всего около хижины охотников. Погнали. Снова здравствуйте. Да начнется лютая добывалка. По итогу смотрим. Сейчас у меня мало хп. Я пью один раз фиал жизненной силы и... ну, возможно, он начал восстанавливать чуть-чуть больше. Я это сейчас, честно говоря, не то чтобы ощутил. Так, короче, у меня 3000 есть. Вот, создать амулет из глаза гнола. О, заказ. Сейчас сделаем. Так, глаз. Глаз. О, око мусорщика. Стоимость 0 спарков. А, ну, я уже заплатил, купить. Все, око мусорщика, слот, амулет. Амулет, созданный из глаза гнола. Увеличивает шансы владельца найти что-то ценное. Оно скорее запутало, нежели что-то дало. Вот бы мне еще объясняли, конечно. О! Что? Какого черта? Тебе нормально? О, привет. Я тут успел продвинуть свое расследование, а ты все еще здесь. Ты нас тормозишь, красавчик? Шевелился бы? Да... И что ты узнал? То есть ты занимаешься ерундой, а я еще и рассказать тебе должен. Так, не мешайся. Да, ты зачем это сделал? Там все равно не было ничего важного. Представляешь, я гонялся за этой книжонкой несколько дней. А в итоге самые важные страницы кто-то вырвал. А те, что не вырваны, мне не нужны. Да, но... Черт, Джон! Они могли быть полезны мне!
Я же сказал, сам ищи. Ай, ладно, ладно, не смотри на меня так, хорошо. Я готов поделиться с тобой информацией. Молли говорила, что я совершенно не умею работать в команде. Ну так вот, пусть подавится. Умею я работать в команде. Скажем... Ладно, что ты знаешь про местное время? Я слышал что-то про капли и... скифы, кажется, скифы. Ну ладно, почти. Скифосы. А еще есть карасы и киафы. На самом деле все довольно просто. Нужно лишь немножечко внимания. Так, Джон, прошу, если ты опять сейчас начнешь говорить о том, что ты тут самый умный, то мне это не интересно. Ох, какой нетерпеливый. Эх. Ладно, ладно. В этом мире нет смены дня и ночи. Но времена-то измерять как-то все равно нужно. Киаф, скифос, карас. Горшки разных размеров. Уж не знаю, кто придумал местную систему, но я был впечатлен, правда? О, великий Джон был впечатлен чем-то, что сделал кто-то другой? Не верю. О, красавчик. Ты с каких пор это сарказм полюбил? Меня, что ли, копируешь? А, ладно, это не важно, ближе к делу. Горшки эти имеют одинаковый объем во всем Археи. По ним отмеряется время. Горшки по каплям заполняются особым вязким маслом. Эти капли, как секундные стрелки на часах, с той лишь разницей, что одна капля — это 4 секунды. Ровно столько времени нужно, чтобы капля оторвалась от верхнего сосуда и упала в нижний. Так, подожди, а чему равны эти чаши в нашем мире? Ты погляди, какой невоспитанный. А что насчет похвалить меня за то, что я потратил больше суток на расчеты, а? Да. Каков молодец. Так-то лучше. Как я и сказал, капля — 4 наших секунды. Киаф — почти ровно 14 минут. Скифос — 2 часа и 3 минуты. Тут, знаешь, с небольшой погрешностью, но да, примерно так. Карас — 27 часов. С Карасом было сложнее всего. Я чуть не заснул, пока сидел и смотрел на него. Стоп, подожди, что? Ты потратил 27 часов, просто считая капли? Ты после этого говоришь, что это я впустую трачу время? Именно это я и сказал. Рад, что ты не забыл, красавчик. Значит, с памятью все-таки получше стало. Да, мои прошлые проблемы с памятью проявлялись после переходов. К тому же, как мне кажется, первопричину я устранил, и поэтому... Да, я понял, слушай, мне не интересны подробности. Но раз уж ты не забыл, то, получается, разговор перед путешествием тоже помнишь. Да? Да, помню. Молодец, а я все равно напомню. Искра — это не орган. Искра — это паразит. Просто примем это за факт, окей? Я потратил кучу времени, чтобы это узнать. Я не думаю, что подробности моих исследований тебе будут хоть как-то интересны. Или же понятны. В общем, как ты помнишь, именно твоя вселенная была источником... заражения. А это место... Точнее, не это, нет, я не про твой сон. Я про Архей, где мы оказались. Место появления нулевого пациента. Пока могу сказать только то, что это как-то связано с церковью. А вот дальше... А дальше чертовы страницы вырваны. Надеюсь, вдвоем мы сможем быстрее докопаться до истины. Если, конечно, ты оправдаешь мои надежды. Но ладно, я понимаю. Не всем дано быть такими же гениями, как я. Да, и вот ты снова начал свое. Но смотри-ка, ты смог здесь выжить, даже обустроиться. Значит, все-таки в тебе что-то есть. Нам с тобой, Лулошка, предстоит непростая задача. И наш друг Мракограш-Траклар поможет нам в этом. Наш? Это мой друг. Тебя он ненавидит. Что? Меня? О, неужели это из-за того, что я сразу раскрыл его маленький секретик? Клянусь, нет ни одной расы во всех мультивселенных с более хрупким эго. Ни в одной из реальностей, кстати. Попробуй как-нибудь поболтать с ним про церковь. Но не про ерунду типа очищения, а про историю церкви. С чего все началось. Не уверен, что он что-то знает, но... Знаешь, как ты понимаешь, в городе нам пару дней... Лучше не появляться. Давай, иди. Я удивлен, что Джон вернулся. Как же я рад, что у него есть хоть какое-то подобие плана. Конечно, не стоит исключать, что это из-за него у нас куча проблем. Например, мы не можем прийти и напрямую узнать что-то у церкви. Но все-таки теперь, когда он здесь, мне стало... спокойнее, что ли.
Но Марка пока что лучше не трогать. Нет, не надо. Я и так сегодня слишком надавил на него расспросами. Лучше навещу Альфреда. Надо узнать, что там насчет оплаты. О, да, кстати, деньги! Точно-точно! Он же по-любому весы-то отдал. Ну-ка, быстренько. Переместиться, хижина охотника, переместиться. Так, о, Альфред, привет, поговорим? О, Ло! Тебя же, если что, можно так называть, да? Да, Ло можно. Ну, супер! В общем, как я и думал, Ло, награду нам зажмотили. Но, я выбил большую часть. Сейчас, погоди. Бери. Спасибо. Так и как в итоге? Все нормально прошло? Ну, смотря что для тебя нормально. Ну, без оскорблений? О, ну тогда я отвечу, как обычно. О, кстати, мне еще другой заказ дали. Поменьше, правда. Так что я вот только тебя ждал, награду поделить. А теперь надо идти. Подожди, чё, ты прям даже без отдыха сразу идешь? Дорога-то не близкая. Надо отправляться. Еще раз спасибо за помощь, Ло. Редко встретишь здесь приятные знакомства. Надеюсь, увидимся еще. Я тоже надеюсь. Пока. Удачи тебе, Альфред. Береги себя. Ох, Альфред. Надеюсь, с ним все будет в порядке. А вообще, лучше вернуться обратно. Из-за Джона появляться в городе пока что нельзя. Надеюсь, эта шумиха скоро утихнет. А, да? Ну, ладно. Вообще, я бы немного пофармил, но у меня сейчас 3600 спарков, поэтому я могу что-то еще прокачать. Переместиться, измерение, переместиться. Эй, ребята! Так, Марк, могу в итоге поговорить? Нет, могу только купить. А что насчет Гимлина? Могу ли я заказывать у него что-то другое? Типа там он говорил про кольца. А, да. Сколько? Чего? Амулет секиры, амулет кинжала, амулет меча. Я понимаю, что мне надо. Скорее всего, амулет меча, да? Но, блин, каждый из них стоит 10 тысяч спарков, и это как-то неподъемная сумма, извините. Мне кажется, спустя кучу времени у Невера очень сильно упали цены, поэтому еще раз привет. Хочу купить у тебя бревно. Штучек так, 48. Сразу что-то меняем на доски. И да, я не забыл о том, что дом надо постепенно обустраивать. Мне прямо сейчас нужно железо. Я создаю себе ножницы. Берем немножечко шерсти. И не зная зачем, бахаем кровать. Поспать я, скорее всего, здесь вообще не смогу. Я даже не знаю, зачем здесь кровать. Точка возрождения установлена. Ну, допустим. Далее, я давным-давно хотел сделать себе шкаф и поставить его где-нибудь, вот знаете, наверху. Шкаф я хочу использовать чисто для инструментов, для каких-то супер важных предметов. Далее, специально для работы размещаем двойной сундук и туда закидываем только руду. Короче, все то, что я считаю неким материалом, который надо использовать в крафте или в печке. Та-дам! Небольшой уют. Плюс освещение, плюс поменял шкафчики. Но я на самом деле думаю, что освещение здесь в виде факелов не очень. Нужны какие-то лампы. Возможно, Каркарыч будет что-то продавать интересное, но это мы узнаем уже в будущих сериях. А на этом постепенно заканчиваем. Надо поговорить с Багряником о том, с чего зародилась церковь. Он что-то знает. И, видимо, у него как раз-таки церковь что-то отняла. Да, это тоже все в следующей серии. Ребят, прошу вас, не забудьте, пожалуйста, подписаться. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк. В нынешних условиях, когда замедление только продолжается, ребят. YouTube реально, он же только замедляется. Он становится медленнее с каждым чуть ли не днем. Но мы продолжаем на нем усердно сидеть, бороться за него, потому что YouTube наше все. И чтобы для ютуберов это не ощущалось как, ну, мы вроде бы пытаемся, но что-то как-то не получается и так далее. Прошу вас, не забывайте подписываться на тех, кого вы смотрите, и ставить им лайки. Я реально не говорю только про себя сейчас, я говорю про весь СНГ YouTube. Спасибо большое, если не пропустили мимо ушей. Ну, а если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка, новые амулеты и все еще дерзкий GDH. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока.